Grid с данными. DataGrid. После выполнения SQL запроса появляется grid с выводом результатов. Панель инструментов содержит несколько функций. Рассмотрим их подробнее. Выравнивание результатов по ширине заголовка, контента, обоих. Изменение высоты строк для отображения всего содержимого ячейки. Сохранить ширину колонок. Скрыть редактор. Растянуть окно на всю ширину в режиме отображения нескольких окон. Изменение данных. Для возможности изменения данных в запрос необходимо добавить виртуальную колонку Ravit и заново выполнить запрос. Я использую конструкцию автодополнения TR звездочка. После нажатия на пробел текст заменится на T звездочка T Ravit. Ссылка на видео по использованию автозамены в описании. Есть и другие способы сразу открыть таблицу на редактирование. В браузере объектов в контекстном меню выбираем Edit Data. Можно воспользоваться горячими клавишами. О настройке горячих клавиш поговорим в других видео. В редакторе SQL на необходимой таблице в контекстном меню выбираем пункт Table Name, Edit Data. В 15-й версии Developer разработчики собрали функции по операциям с объектами в отдельную группу, так как контекстное меню получалось очень длинным. Но есть способ раскрыть группу. Для этого в папке с программой находим файл params.ini. В конце добавляем пункт inline object menu равно 1. После внесения изменений приложение необходимо переоткрыть. Надеюсь, разработчики дадут возможность самому включать и выключать пункты меню. Вернемся к редактированию данных. По нажатию на замок редактор позволит создавать, удалять и редактировать данные. При добавлении записи обязательные для заполнения ячейки подсвечиваются другим цветом. Сохранить выполнение действия в виде запроса, например, для выполнения в другой базе данных. Можно, нажав на выпадающее меню возле кнопки «Применить». В контекстном меню есть функции «Сохранить в буфер обмена», «Открыть в новом окне». Скрипт со всеми изменениями Insert, Update, Delete будет доступен в этом окне. После внесения всех изменений нажимаем «Применить изменения». В этой сессии внесенные изменения зафиксируются. Можно выполнять хранимые процедуры, делать другие операции. Откатить изменения можно командой Rollback. Для полной фиксации необходимо выполнить команду Commit или нажать соответствующие кнопки на панели инструментов. После выполнения команды Commit данные изменять уже нельзя. Однако можно посмотреть состояние таблицы до внесения изменений. Я воспользуюсь шаблоном. Ссылка на видео по использованию шаблонов в описании. Глубина флешбека зависит от настроек вашей базы данных. Блок вывода результата. Для экономии мощности сервера и скорейшей выдачи результата, девелопер выдает не все данные запроса, а только часть. Получить следующую порцию данных поможет кнопка Fetch Next Page. Вывод строк по умолчанию зависит от высоты грида. Изменить количество вывода по умолчанию можно Settings, Window Type, SQL Window, Records per Page. Доступны варианты. Автоматическое определение. Фиксированное количество. Я обычно выставляю 40. Все строки. Для просмотра всех данных нажимаем следующую клавишу Fetch Last Page. Прервать выборку поможет кнопка Session Break Execution. Эта же кнопка прерывает выполнение запроса или запущенной процедуры. Обновить данные запроса. Как по мне, проще воспользоваться клавишей F8. Следующая функция поможет с написанием выражения в блоке Where. Вводим необходимые условия и нажимаем «Выполнить запрос» F8. Блок Where будет заполнен автоматически. Для внесения изменений необходимо снова нажать на клавишу «Редактирование условий». Теперь становится доступной кнопка очистки заполненных значений. Блок построчного просмотра записи. Построчный переход осуществляется стрелками. В нем отображается наименование поля,
значение и тип. Доступна сортировка колонок. В контекстном меню доступна команда, позволяющая скрыть колонку комментария. Подчиненные запросы. В выпадающем списке отображены все связанные внешние ключи первой таблицы из запроса. По нажатию создается новое окно с дочерним запросом и связанной таблицей, которая будет отображать данные по выбранной записи. Например, данных из таблицы Employees по подразделениям выведет работников указанных подразделений. Также рядом можно вывести руководителя указанного подразделения из другой таблицы. Наглядно просматривать эти данные можно, разместив окна рядом. Переходим в режим нескольких окон. View Single Document. После этого применим выстраивание по вертикали. Теперь, выбирая данные из основного запроса, видим изменение выборки в подчиненном. Привязка условий осуществляется по макросу. Обратите внимание, переменные в обычном запросе должны начинаться только знаком амперсанд. Двоеточие разрешено только для подчиненных запросов. Если нажать клавишу Ctrl перед выполнением дочернего запроса, он откроется не в новом окне, а заменит собой текущий запрос в основном окне. Переключаться между выполненными запросами SQL нам помогут кнопки справа от редактора. Стандартные запросы. Для большинства таблиц и представлений есть возможность сохранить часто выполняемые запросы. После нажатия кнопки «Сохранить запрос». В диалоговом окне необходимо указать имя, схему владельца и объект, к которому будет привязан стандартный запрос. Все запросы по умолчанию сохраняются User Profile, AppData Roaming, PL SQL Developer, Standard Queries. В настройках можно изменить путь. В папке удобно вносить изменения и удалять файлы. Чтобы воспользоваться стандартным запросом, необходимо вызвать контекстное меню объекта в браузере объектов или редакторе. Экспорт результатов. Функции в списке экспорта позволяют сохранить результаты файл выбранного формата CSV, Excel и другие, или сохранить данные в буфер обмена. Удобная возможность сохранения в формате SQL. Данные подготовлены для вставки в таблицу, например, в другой базе данных. Быстрый экспорт в Excel всего результата выборки или произвольных участков данных доступен также в контекстном меню грида. Построение графика данных. Эта функция подробно описана в главе 13 руководства пользователя. Help User Guide. Мы не будем на ней останавливаться. Сравнение записей. Инструмент используется для удобной работы по проверке данных и поиска одинаковых значений. В его параметрах можно выбрать сравнение одинаковых или отличающихся записей, выбор одной строки или всего результата. Отдельная опция выключает чувствительность регистра. Сравнение результатов двух запросов. Имея в редакторе несколько запросов, разделенных точкой и запятой, например, из другой таблицы или базы данных, есть возможность сравнить их результаты между собой. Выполняем оба запроса. Выбираем вкладку с результатом, удерживая Ctrl. При нажатии на кнопку «Сравнить» оба запроса будут подсвечивать различия. Список при этом будет прокручиваться синхронно в обоих гридах. Фильтр колонок грида. Если в запросе много полей, есть удобная возможность отобразить только нужные колонки. Указывать условия для фильтра необходимо через запятую. Поиск будет осуществляться по вхождению названия колонок. В диалоговом окне есть возможность уточнить запрос, выбрать типы, выделить обязательные поля, ключи. Строка состояния отображает индикаторы запроса. Первый синего цвета указывает, что запрос в редакторе не сохранен на диск. Второй красного цвета загорится в процессе выполнения запроса. Третий зеленого отобразит транзакцию, которой требуется коммит.
Далее. Автообновление запроса каждые 5 секунд. Выключение диалогового окна для ввода переменных. Для меня всегда была загадкой эта функция. К счастью, недавно я разгадал ее смысл. Мне попался запрос такого вида. Имя поля, которого содержит знак амперсанд. PLSQL Developer посчитал часть этого запроса как переменную. Активировав функцию подавления переменных, приложение позволяет выполнить запрос. Спорное, конечно, решение называть как переменные, но возможно кому-то пригодится. Следующая секция показывает в редакторе нахождение курсора, в гриде номер выбранной строки. Следующий блок строки состояния. В редакторе отобразит время завершения запроса, количество выбранных строк, таймер выполнения. В гриде наименование, тип, обязательность и комментарий поля. Контекстное меню грида. В контекстном меню содержатся следующие команды: очистка, экспорт результатов, агрегатные операции с данными колонки, фиксация столбца или строки, операции с буфером обмена. Выделив ячейки из нескольких колонок, можно скопировать их название. Выделив ячейки столбца, можно скопировать данные как выражение. При этом данные в запросе будут уникальными. Для даты добавится маска.